Салам-салам, привет всем. Обычно в Ютубе мы видим красивые и успешные ролики о том, как кто-то поднялся на вершину, достиг цели и какой он молодец и мощный ежик. Но сегодня будет правда. Я бы даже сказал, полнейший фейл. История о том, как, упустив несколько, казалось бы, мелочей, можно полностью запороть восхождение на гору, чуть ли не померев там. Немного забегая вперед, скажу свои ошибки. Первая моя ошибка в том, что мы вышли достаточно поздно, в 9:00, а должны были выйти край в 5 утра. Второе– это то, что мы не отдохнули и не выспались заранее хотя бы один день. И самое важное– это то, что проигнорировал защиту от солнца, в результате чего словил тепловой удар на полпути и не смог вообще идти дальше. При этом мы выбрали самое пиковое экстремально жаркое время. 6 июля был побит температурный рекорд по всему Узбекистану. По своему опыту я достаточно легкомысленно отнесся к небольшой высоте в 3000 метров и не предусмотрел мелочи, оказавшиеся в итоге фатальными ошибками. Помимо моих ошибок, как мы узнали позже, в воздухе был пыльный смог, который дополнительно сильно влиял на дыхание. В предыдущий день, 5 июля, несколько групп из-за проблем с пылью в воздухе вынуждены были развернуться. Поэтому, если вы хотите посмотреть на попытку неудачного восхождения и, может быть, сделать для себя выводы на основе моих ошибок или просто поугарать над моими фейлами и посмотреть, как я там чуть не помер, то тогда этот сюжет вам точно понравится. Приятного просмотра! Мы приехали на такую вот площадку, это самое подножие Чимгана, здесь есть канатка, это как бы точка сбора, точка старта всего маршрута. Несмотря на то, что этот маршрут достаточно легкий, классифицируется как 1Б, в конце все равно есть немножко достаточно сложного участка, как я понял. Не будем затягивать, поехали! В общем, мы ходим, гадаем, откуда начать маршрут. Не так очевидно, откуда его нужно начинать. Поэтому мы вам дадим координаты, как мы попали туда и как лучше пройти. Потому что здесь понятно, что нам нужно подняться на хребет, но непонятно каким методом. Вот здесь или по пологому вот там. Сейчас попробуем подойти сюда, посмотрим, что здесь. И если здесь не получится, тогда пойдем по пологой дороге справа. А потом, соответственно, так по хребту, раз, так туда и нужно будет идти. В общем, поинтересовались мы вот у этого молодого человека на квадроцикле, правильно ли мы идем, как туда подняться. И да, все правильно, мы идем по карте верно. Действительно, вот эта тропинка является самым коротким и простым маршрутом на Большой Чимган. Соответственно, все координаты нашего пути мы оставляем внизу, вот здесь, да, будут появляться в правом нижнем углу координаты. Нам действительно надо идти вот на эту тропинку и вот так подниматься. Сейчас мы помажемся солнцезащитным кремом, чтобы не обгореть. Почему мы? Сегодня на гору иду я, и со мной мой оператор Дима, со своей женой вместе, то есть нас трое. Вообще я рекомендую в одиночку в горы вам не ходить, потому что может быть совершенно разное. Вы можете подвернуть ногу, вы можете там, даже если не заблудиться, то просто что-то может с вами случиться, можете травмироваться, и нужна будет помощь. Понятно, что маршрут ходовой, каждый день туда поднимаются люди, кто-то туда ходит, но тем не менее одному ходить в горы крайне не рекомендуется, потому что риски высоки. Даже такая небольшая высота в 3000 все равно уже представляет из себя небольшую опасность. В общем, делаем привал для того, чтобы помазаться солнцезащитным кремом. И сейчас мы узнаем две вещи. Первое, это какое оборудование с собой нужно взять, какие вещи нужно взять минимально. И второе, вот отсюда уже открывается вид на Большой Чимган.
видны вот эти его хребты, видна самая наивысшая точка, она находится слева, вот там лево пупыр, но до него люди не идут, там потому что прямо вот отвесная стена, надо ползти. Мы дойдем до триангулятора, то есть восхождением считается достижение триангулятора. Еще одна очень важная вещь, которую я хочу рассказать. Многие говорят, мы покоряем горы, мы занимаемся покорением, и типа там покорение вот будет достижение триангулятора. Муха ползет по слону и говорит, я тебя покорила. Так вот и человек идет по горе, и ты не можешь покорить эту гору, как муха слона. Ты можешь на нее подняться, взойти и так далее. Очень неправильно говорить покорение. И в своей практике я встречался с таким, что гора как будто бы тебя может даже не пускать. Будут погодные условия против тебя, камнепад, все что угодно будет. Если ты идешь самоуверенный, если ты не спросил, как сказать, у горы разрешения, если ты идешь туда, то что я иду тебя покорять, с большей степенью вероятности человек на гору не поднимется. Не знаю, почему так, но по статистике я такое замечаю. Может быть, гиды такое подтвердят. Если да, пишите в комментариях. На случай непогоды всегда берется какая-то ветровка. Может быть, очень холодный ветер. Нам повезло. Сейчас рекордная жара в Узбекистане вообще побита с 1866 года. И там наверху вот почти растаял снег. Маленькие проплешинки остались. Еще где-то 2 недели назад я видел, что вся вершина была в снегу. То есть даже в июле там наверху лежит снег. Можно попасть в пургу, можно попасть в дождь. Самое противное — это в горах попасть в дождь. И когда ты весь намокаешь, и когда сильный ветер. 5 минут, и ты замерзнешь. Вообще высокогорье считается от высоты 4000 метров или 4500. По-моему, 4000 метров считается высокогорье. Данная гора пока что даже не относится, в принципе, к высокогорью. Но, тем не менее, она коварна своим последним участком, до которого мы, надеюсь, скоро дойдем. Предполагаем идти наверх 5-6 часов и часа 3-4 потом на спуск. И полчаса планируем быть на вершине. Если понравится, может быть, задержимся там на час. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Антон, из города Ташкента. Вы местный. Вы увлекаетесь походами в горы? Да, мы ходим в горы с коллегами. Вот, сегодня вот ходила команда, 10 человек. Поднимались вчера с ночевкой, ночевали на вершине, сегодня спускаемся. А вы с палатками, да, ночевали? Мы с палатками, со спальниками, шашлычки на вершине делали. А почему именно выбрали Чимган? Ну, Чимган — это самая ближайшая к Ташкенту гора, самая доступная. Подскажите, вот есть такой вопрос от тех людей, которые в горы не ходят. Зачем вообще туда ходить? Что там для себя человек находит? Для чего вот вы ходите в горы лично? Ну, своего рода это медитация, и, ну, это кайф, оно того стоит, пострадать и в рассвет, да, встретить или закат, приготовить шашлычки на вершине, кайф. Все, спасибо. Пожалуйста. Тактика подъема на гору такая: лучше идти медленно и не спеша. Вот прямо лучше нога за ногу тогда, совсем медленно идти, чем идти быстро, запыхаться, остановиться, отдыхать и продолжать заново. У вас сбивается ритм, вы устаете, а когда вы идете в одном темпе, медленно-медленно, то да, вы немножко постоянно уставший, но у организма открывается, как говорится, второе, третье дыхание, и вы будете идти постоянно. Вот начало подъема, вот такая вот дорога, вот это точка старта. Догоняйте чуть-чуть. Смотрите, какая уже красота, а это только низ и подножие. Как и ожидалось, маршрут встречает нас очень крутым подъемом, достаточно резким. С непривычки это может показаться очень тяжело. Посмотрите, уклон вот такой. Камера ловит горизонт, поэтому можете понимать, какой сейчас уклон идет. И на это есть пару лайфхаков. Помимо того, что я рекомендовал идти медленнее, если тропинка достаточно ровная, то есть смысл развернуться и какие-то по 5-10 метров идти спиной. Во-первых, работают другие группы мышц, которые пока еще не устали. И получается такой как бы отдых сменой группы мышц.
Вот. То есть чем стоять, лучше хотя бы медленно двигаться. Смотрите, как активно здесь идет стройка. Строятся отели. И вот там будет еще такой спуск, и какой-то отель будет с трассой на крыше. Вот оттуда мы начали. Вот она, стояночка. И вон туда мы идем. Пока это выглядит очень далеко, это выглядит немножко стрёмно. Но я знаю, что это достижимо, это вполне выполнимо. И нужно будет себя перебороть и подняться на вершину. Самое сложное, наверное, это внутренняя борьба с собой, когда ты идешь и думаешь, блин, вот может быть мне остановиться. Ну, поднялся до какой-то высоты, посмотрел, все посмотрел, развернусь. А с другой стороны, ты знаешь, что ты до верха не дошел, и вот самый сильный противник – это ты сам. И самое трудное – это действительно победить самого себя. Можно обойти кого угодно, но достаточно тяжело обойти самого себя, потому что ты равен себе по силам, мыслям и всему прочему. Фух, что-то, мне кажется, дорога еще стала круче. Что-то вообще жесть. Но все равно надо немножко шагать. По чуть-чуть. Очень крутой подъем. Рекомендую ребятам идти, как делаю я. Шаг сделал, полсекунды застыл. Шаг сделал, полсекунды застыл. Шаг сделал, полсекунды застыл. Шаг сделал, полсекунды застыл. Тогда у тебя даже одышки не будет. Тогда ты сможешь спокойно идти. И тебе не нужно будет останавливаться. Вот, шаг, раз. Шаг, раз. Шаг, раз. Шаг, раз. Вот это самая надежная техника. Вот я иду, в принципе, еще даже говорю на камеру. А ребята очень быстро заманались. При этом они шли с такой же скоростью. Важна техника. Раз, застыл. Раз, застыл. Раз. Причем делать нужно достаточно большие шаги. Уклончик, конечно, будет здоров. Такой наверх. Прямо круче лестницы. Вот ребята говорят, вот это некая жимолость. Неспелая жимолость. Что за жимолость? Ягода продольного и фиолетового цвета. Съедобная? Такая кисленькая, сладкая. А. Ну, прикольная, да, из него варенье можно делать. Так просто есть. Ну, я жимолость вообще ни разу не ел. Может, я ошибаюсь, но она Не, похоже. Вообще рекомендую здесь ничего не есть в горах. И даже ни к чему не прикасаться. Здесь очень много всякой ядовитой фигни. Ладно, двигаем дальше. Вот пошел курумник на достаточно широкой тропе. И я хочу здесь какой дать совет. Во-первых, Дима правильно заметил. Сейчас пользуюсь моей тактикой, когда шаг, отдых, шаг, отдых. Он говорит, ты пока стоишь, шаг делаешь, и ты как будто прощупываешь, скользит место или нет. Стабилизирую его. Это как бы минимизирует возможность поскользнуться или травмироваться. И, во-вторых, когда вот такой курумник идет, не стоит лупить прямо вот так вот, а идти траверсом. Вот так вот чуть-чуть по тропе виляя. То есть вот я иду не туда, я иду в бок, потом раз, повернулся, иду вот туда. То есть я начинаю змейкой подниматься наверх. Это позволяет мне не идти по совершенно такому вертикальному, так скажем, углу. Вот, дошел, могу идти прямо, но я поворачиваюсь и начинаю траверсить по спиральке. Может быть, чуть-чуть дольше, но гораздо безопасней. Говорят, и я надеюсь, что это так, что это самая сложная часть маршрута, что гора тебя встречает очень крутым подъемом, где ты тратишь почти все силы. Я надеюсь, что это действительно так.
что дальше будет легче. Но будет ли дальше легче или нет, вы сможете узнать только одним способом. Нет, двумя способами. Но самый простой для вас это посмотреть видео дальше, посмотреть его до конца. Не забыть поставить лайки, проверить подписку на канал. Ну а второй способ, конечно, вы догадались, это приехать сюда и пройти этот маршрут самостоятельно при помощи наших подсказок и координат. Я, получается, сегодня как будто гид веду ребят, присматриваю за ними. Смотрю, что они там. Не отдыхаем, медленно, но двигаемся. Подбадриваю их. Что-то они там приуныли, по-моему. Возможно. Вот анекдот на эту тему. Идет, значит, группа. Новичок там идет в походе. Опытный турист. И, значит, идет гид. И новичок такой думает: если через 10 минут мы не сделаем привал, то я, наверное, сдохну. Опытный идет турист и такой думает: если через 5 минут мы привал не сделаем, я точно сдохну. И гид такой идет и думает: если никто сейчас не сдохнет, то сдохну я. У меня уже пот по очкам сверху течет, и не понимаю, как он туда попадает со лба. Я уже весь блестящий, сырой, весь крем из кожи вышел с потом. На меня какая-то налипла пыль, цветочки. Но это, как говорится, удовольствие восхождения в горы. Вам хорошо? Вы сидите, попиваете чаек, а я потею сейчас за вас. Показываю вам этот маршрут. Оп. И все трудности. И все трудности этого маршрута. Смотрите, какая фигня пошла. Тут и траверсом не пройти, потому что ложбина. И приходится в лобовую идти прямо по каменной реке, которая под ногами просто скользит. Вот. Гора преподносит нам сюрпризы. Вот Таня идет с палками, я дал ей свои палки, они ей очень хорошо помогают. Должны помогать. Тань, как с палками, легче идти, нет? Да. Однозначно. Поэтому, ребята, палки обязательно берите. Дима, а ты аккуратнее иди, особенно с камерой в руках. Но помни, если ты устанешь, ты всегда можешь расслабиться, упасть, и земное притяжение вернет тебя вниз. Хорошо, спасибо. В принципе, в целости почти. Это такой совет Диме. Надеюсь, он им не воспользуется. Давай догоняй. Тяжелее на самом деле всего идти оператору, потому что мало того, что у него камера в руках, которую иногда убирает, но все равно иногда он ее держит. Смотрите, какой вообще маршрут. Сейчас я посмотрю дальше по карте. Я привык пользоваться картой Maps. Это не реклама, а просто как это, совет. Сейчас я посмотрю, я думаю, что перед вот этим маршрутом стоит, наверное, выбрать вот этот, более траверсный. Дима говорит, может, мы пошли по самому сложному маршруту. Поверьте, это как раз 1Б, почти самый простой. Самый простой, конечно, 1А, шоссейная дорога. Но более сложные маршруты подразумевают под собой уже вот такие вот поползновения по скалам, где нужны минимальные альпинистские навыки. А здесь, по сути, вот лесенка, ступеньки. Хочется сказать, что силы достаточно быстро иссякают на этом участке. Кто-то даже потерял носок. Но ты смотришь вот туда и думаешь, что это вообще это жесть. Это нереально. Туда идти. Получается 9 километров туда идти по горам. То есть весь маршрут занимает 18 километров. 9 туда и, соответственно, 9 обратно. И это выглядит очень люто. Потому что тебе кажется, что весь маршрут будет вот такой. Но я знаю, что там дальше будет полегче. И скорость передвижения будет больше. Что, ребята, как настрой? Кажется, что это никогда не закончится. Понятно. Ладно, не унываем. Продолжаем двигаться. Кстати, пот начинает уже течь не просто поверх очков. Он уже затекает в глаза, щипит. Щипит, я не знаю, пот или крем. Уже иду, отмаргиваюсь как могу. Глаза протираю. В общем, удовольствие на удовольствие. Иду и наслаждаюсь. И вообще все это, как говорится, входит в стоимость путевки.
получаете удовольствие. Сейчас ребятам сказал, говорю, хорошо, запоминайте маршрут, вот этот, по которому мы идем. Именно все вот это, потому что с 90% вероятностью, да, наверное, мне кажется, даже 100% вероятностью, вот эту часть пути мы пойдем уже в темноте. И что, Дим, как ты думаешь, спускаться легче или тяжелее? Дима говорит, тяжелее. Постоянно надо напрягать ноги. А сейчас ты что, напрягаешь не ноги? Говорит, спускаться тяжелее, потому что ноги надо напрягать. Я вам хочу сказать, что лично мне спускаться легче в разы. Я бегом могу спускаться. И скорость передвижения в 3-4 раза быстрее вниз. Но на спуске, по статистике, больше происходит травм. 70% травм происходит на спуске. Это в основном ушибы при падении на жопу и подворачивание ног. Поэтому спускаться легче, быстрее, но опаснее. Поэтому спускаться тоже надо уметь. Будем, когда спускаться, расскажу, как правильно спускаться, чтобы не травмироваться. Как бы, если вы думаете, что я вам тут просто какие-то сказки рассказываю, у меня есть опыт восхождения на гору Килиманджаро и опыт восхождения на Эльбрус. Ну и целая куча походов по различному низкогорью, типа вот такого вот 3000. Говорил, недавно я был на Малом Чимгане. Вот его видно. Вот он, Малый Чимган. И я вернулся сюда, вновь переехал, чтобы подняться на Большой Чимган. Вот он, Большой Чимган. Поэтому я ходил с разными гидами в разные горы. И по снегу, и в кошках, и с палочками, и без палочек, и с тяжелыми рюкзаками, и без рюкзаков, и в разные обуви. И поэтому рекомендую мои советы послушать и принять как что-то отправное, как некую базу. Не как закон и инстанцию, которую надо соблюдать, а просто хотя бы как какие-то базовые советы. Ладно, продолжаем идти. Что-то я очень много болтаю. В горах достаточно скучно просто идти. Хочется с кем-то пообщаться. А с кем мне общаться, кроме вас, дорогих моих подписчиков? Я нашел муравьиного льва. Вот он здесь живет. Сюда, когда муравей попадает, странно, как будто никого нет. По-моему, кто-то здесь только что шевелился. Вон он выскочил. Видите? Вот если муравей туда, давайте кинем туда маленький камушек. Ай, всю нору ему расколупал. Ну, короче, вы видели его. Все, он боится уже. В общем, Таня начала очень медленно сдавать. Мы поднялись до некого каменного мыса такого, до верхушечки небольшой. Встретили там помощника гида, который сидел с одной девушкой. Ее зовут Сайора, которая отстала. Их группа уже на 2800 идет. Она отстала, и она очень плохо шла. Они приняли правильное решение. Правильно. Помощник гида остался с ней внизу дожидаться ближайшей группы. Ближайшей группой оказались мы. Было решено Таню оставить с Айорой в теньке, чтобы они никуда не ходили, не спускались, просто сидели внизу.
Мы с Димой пошли темпом побыстрее вперед, потому что Шавкат сказал, говорит, вы с ночевкой? Я говорю, нет, мы без ночевки. Он говорит, вот таким темпом, как вы идете, как Таня идет, говорит, вы к ночи дойдете до верха, а спуститесь вниз к утру, что нас крайне не устраивает. Соответственно, было принято решение Таню оставить. А мы с Димой идем вперед, и гид нас сейчас догонит. По идее, гид может догнать свою группу, нас оставить, догнать свою группу. Но я думаю, что он, скорее всего, пойдет с нами вместе. Сейчас посмотрим. Из всего того, о чем мы с ним поговорили, я понял, что идти нам надо гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Потому что вопрос уже не о том, что мы будем спускаться в темноте, а о том, что мы будем спускаться к утру. Плюс там есть сложные участки, как он сказал, полка, галстук и прочие бытовые вещи. Разве что утюга не было, который пока еще в глаза не представляю. Но думаю, что это какие-то вещи, требующие определенных навыков и сил. Вот он, мой друг Орел, который подарил мне перо. А вот мы поднялись, отсюда вышли, сюда идем. И я крайне сильно удивлен тому, что здесь дорога есть. Оказывается, можно заморочиться и подняться сюда на машине. Но если не на машине, то на квадроциклах точно можно подняться. Смотрите, Дима использует мою тактику. Попеременно идет передом и задом. Сейчас давайте я тоже так пройдусь, чтобы не останавливаться, но дать одной группе мышц отдохнуть. Видно Мерсай. Вон он мелькает. Я опять весь мокрый, весь блещу. Там впереди группа Шавката. Есть надежда их догнать по одной причине, потому что группа идет явно с одним гидом, значит она идет по скорости одного из участников, самого медленного, значит группа идет как самый медленный человек. Ну, попробуем до верха их догнать. Вот ребята нас Шавкат сопровождает, мы сейчас идем вместе с ним наверх. Вы гидом работаете сколько лет? Здравствуйте, Валентин. Да, я работаю гидом группы «Все в горы». Уже «Все горы» образовался 9 лет тому назад. Вот 9 лет в этой группе работаю. А так 18 лет уже людьми работаю. Сколько раз были на Чимгане? Вот сегодня, если будем, дай бог, наверху, это 82-й раз. 82-й. Да. Чем опасен Чимган для туристов, особенно для таких, как мы, которые без гида идут? Да, горы всегда любят просто уважение. И вот, уважение к горам и ходить, как говорится, ну, надо относиться с уважением просто, когда идешь в горы. Почему? Потому что есть вот Чимган, большой Чимган 309, или, например, взять Сурината, там вдалеке видно 2,42, да, они в горы всегда, вот я как говорил, в любое время можно вот, заблудиться, если ты идешь без гида, потому что троп очень много. Если у тебя нету навигатора, карты, там ничего, то лучше, конечно, не ходить, потому что в любой момент, даже на прямом тропе можно заблудиться просто. Вот. А Чимган опасен, конечно, своими, вот будет наверху как раз 3000, начнется жандарм, там будет полка, по полке надо будет проходить, с задней стороны обрыв будет, и сама дальше пройдем, будет галстук. Это галстук, значит, очень крутой, почти вертикальный склон, метров, наверное, 100, вот, надо пройти его вот, осторожно, аккуратно. Вот. Ну, там Вы меня прям обрадовали. Не, это, в принципе, словами можно, конечно, напугать, это не так вот страшно. Человек, когда идет, вообще, в первую очередь, должен быть хорошее настроение и желание идти в горы. Вот. Тогда все будет хорошо, все обойдется и прекрасно будет.
Вот опасен Чимган вот этим, вот полка и жандарм. Ну, вообще, надо идти, ну, аккуратно везде, по-любому. Вот. Под ногами смотреть, чтобы не наступать. Вот живые камни, как говорится, чтобы не упасть, не повредить себе. Спасибо. Ребята, я в самом начале говорил про уважение. Видите, опытные гиды, 9-летний опыт, говорит, самое главное в горы идти, их уважая. Вот это первое, что он сказал. А уже потом внимательно, аккуратно там и так далее, и так далее. Ладно, оставайтесь с нами и увидите сейчас и жандарма, и полку, и галстук, и все эти прелести, которые мы сейчас услышали. В какой-то момент я стал идти медленнее. Мне стало как будто тяжело идти. Как будто силы меня начали покидать. Мне стало очень жарко, и питье воды не помогало. Я посмотрел на руки, они были красные, как будто наполненные горячей жидкостью, распирающей пальцы изнутри под давлением. Я понял, что перегрелся, но попробовал пройти вперед, в надежде, что пройдет, или что я смогу отдохнуть в теньке. Но тенька не было очень долго, и позже появилась невыносимая тошнота. До которого мы, надеюсь, скоро дойдем. Короче, я не знаю, как дальше идти. Может, у меня перегрев, может, какой-то солнечный удар. Немножко все плывет. Конечно, еще я не отдохнувший. Постоянная отдышка. Но самое главное, что больше всего какая-то тошнота накатила, из-за которой тяжело идти. Особенно голову вверх поднимаю, сразу начинает тошнить. Шавката мы отпустили вперед. Нет смысла ему с нами мучиться. Попробуем идти медленно. Но пока желание, чтобы зашло солнце, и чтобы его не было. Ну, чтобы оно как бы скрылось. Походу мы действительно сейчас в ночь все это будем делать. Но пока могу идти, буду идти. Попробую. Что-то не так это легко дается. Все это из-за солнца, из-за жаркой погоды. Полагаю, это сыграло свой некий фактор. Сидим, отдыхаем. Малый Чимган, вон он. Кажется вообще какой-то детской игрушкой по сравнению с большим Чимганом. Короче, у меня головокружение, тошнота, слабость. И прямо хочется упасть и уснуть. И если ситуация это не улучшится, то непонятно вообще, как идти дальше. Потому что в таком состоянии я идти дальше вряд ли смогу. Походу это этот тепловой удар у меня просто. Ладно, сейчас отдохнем, попробуем еще чуть-чуть пройти. И если что, развернемся обратно. Меня стошнило второй раз, или уже третий, если конкретно, то второй. И самочувствие совершенно не улучшилось. Я предполагаю, что у меня тепловой удар все-таки. И что в таком состоянии я до верха просто не дойду. Возможно, если сейчас сюжет закончится, то он сейчас закончится. Сейчас я еще подумаю, оклемаюсь. Посмотрю. Ну вот мы прошли 30 метров, и мне лучше совершенно не стало. Поэтому, возможно это все. Поэтому, если это все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И походу на Большой Чимган мы не сходили. Попытались, но не сходили. Надо ходить в более прохладную погоду. И, конечно, нужно ходить уставшим, отдохнувшим, выспавшимся, а не как мы.
Я не знаю, как найти в себе силы просто туда дойти. У меня сейчас такое состояние. Все плывет, очень сильно хочется спать, тошнит. Да, вершина, как бы по сути, она в принципе вот там. Вон триангулятор. И казалось бы, 2 часа туда пешком можно дойти. Но сил нету. Морально нормально, морально готов. Физически. На Килиманджаро поднялся, на Эльбрус поднялся. Малый Чимган поднялся, большой Чимган не осилил. Надо же. Все из-за теплового удара. Все-таки в горы легче ходить, когда холодно, а не когда жарко. Когда холодно, ты просто одеваешь больше одежды и идешь. А когда жарко, вот, пожалуйста, перегрелся, все. Вода не помогает. Но если я на него сегодня не поднимусь, то мы как-нибудь поднимемся на него осенью. Обязательно нужно будет сделать. Я перерыл весь интернет, чтобы подобрать трек, описывающий мое внутреннее состояние, который совершенно не видно на видео в таких красивых пейзажах. И вот наиболее подходящее, что я нашел. Все, хорошо. Короче, это реально тепловой удар. И я не могу идти физически дальше. Мы предприняли попытку дойти хотя бы до грота, чтобы показать вам грот. И чтобы в теньке грота отдохнуть. Было понятно, что, конечно, о подъеме выше речи быть не может. Но до грота мы все равно не дошли, и до него не хватило сил. Хватило сил найти вот какой-то вот этот тенек, прилечь. Сейчас мы здесь отдохнем, я часик посплю. Спрашивается, как я буду спать на камнях. Поверьте, у меня такое состояние, что очень мягко я лежу, мне вообще отлично. Мне ничего вообще не давит, не колет. Отличная кровать. Теперь это точно завершение. Теперь только вниз. И то, чтобы спуститься вниз, мне нужно хотя бы оклематься, выйти из этого состояния, полежать в теньке, охладиться. Ну так бывает. Тепловой удар. Вот по какой-то причине большой Чимган меня сюда не пустил. Дима нормально себя чувствует. Дима бегает. Я даже ему свой рюкзак отдал. Он сейчас посмотрел впереди какой-то маршрут. Говорит, там вообще скалы, вообще жопа. Ну да, в данный момент с таким состоянием лучше не ходить. Это очевидно. Ну то есть есть риск просто мне туда подняться и там остаться. И там за мной потом МЧС пойдет. Чтобы такого не было. Я сейчас наберу сил, и этих сил хватит как раз, чтобы уйти вниз. К сожалению, восхождение на Большой Чимган. Вершину мы не увидим. Галстуки, утюги, жандармы, полки, все это мы сегодня не увидим. Ребята, извините. Мы просто вопрос уже реально жизни и смерти, на самом деле. Но поймите, мы работаем уже 2 недели без выходных. По идее, надо идти сюда осенью. Нужно идти сюда, когда будет прохладно. И перед этим восхождением нужно прямо 2 дня отдыхать, отсыпаться. И только потом можно будет со свежими силами. С утра нужно выйти в 3 часа ночи, как сказал Шавкат. В 3 часа ночи, край в 5 утра. И тогда можно будет нормально дойти. Я бы вышел в 3 часа ночи, потому что будет все-таки темно. И не по солнцу идти. Фух, все, отдыхаем час. Спускаемся вниз. Увидимся в следующем выпуске. Простите, что разочаровал вас. Это не мой день, не моя цена, не моя игра, не моя страна. Это не мой бой, не моя вина. Просто тишина, просто тишина.